Значит, всем здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Иванов. Я рассказываю сегодня на Пермском фестивале языков об осетинском языке. А, До 16 лет я не говорил на осетинском языке, вырос во Владикавказе, но в русской семье, поэтому там так как-то сложилось, что в городе, в принципе, осетины говорят по-осетински, а остальное население ниоткуда его не усваивает, да, потому что образовательных усилий в этом направлении, во всяком случае, в то время не было, а среды, из которой можно было бы стихийно выучить язык, тоже в городе нет. Вот. В то же время интерес к языку всегда был. Сначала из-за того, что у меня были осетиноязычные друзья, конечно, вот, а потом потому, что я стал увлекаться языками вообще, и в школе у меня появился факультатив по французскому языку, и я понял, что если ты учишь один язык, то это не значит, что ты больше не можешь учить никакой другой. И я стал а, учить осетинский тоже. Это было непросто, потому что учебных материалов по нему почему-то не выпускалось практически. а, Учебных материалов для изучающих с нуля, да, то есть образовательные усилия в области осетинского языка были направлены на поддержание детей, которые усваивают осетинский язык в семье, да, то есть были, разумеется, учебники осетинского языка, буквари и учебники даже отдельных предметов, но они были рассчитаны на то, что ребенок пришел в школу маленький и говорит по-осетински. Ему нужно преподать общеобразовательные предметы, а также русский язык, да, чтобы он дальше мог быть настоящим советским гражданином и пользоваться всеми возможностями в любом уголке страны. Вот. Другое направление, да, то есть когда человек живет в Осетии, интересуется местным языком, было не освоено. И только вот в 21, по сути, веке стали появляться такие образовательные ресурсы. И отчасти поэтому около 2000 года я стал создавать сайт об осетинском языке, потому что просто стал делать то, чего мне хотелось, скажем, год-два назад. Я стал реализовывать в году, там, около 2001. В итоге получился сайт irunau.ru, осетинский язык онлайн, на котором есть разные учебные материалы. Но это сейчас уже не единственный учебный сайт по осетинскому языку, конечно. Появилось много очень интересной информации, самоучители, учебные видео, озвученный разговорник и так далее. То есть сейчас как раз такое замечательное время, чтобы учить осетинский язык. И в своей презентации я немножко буду смотреть на осетинский язык с этой точки зрения, с точки зрения человека, который его учил, да, как бы с нуля, самостоятельно, вот, и насколько он, так сказать, тяжелый, да, что ли, или легкий, вот. Ну, начнем с первого слайда. Значит, здесь мы видим карту северного, даже не северного, а всего Кавказа. Слева Черное море, справа Каспийское. И разными оттенками разных цветов обозначены языковые семьи. Да, и видим, что такой насыщенно зеленый цвет – это тюркские языки. А, Скажем, оттенки оранжевого – это картвельские языки, да, то есть грузинский оранжевым цветом и а, слева это мингрельский язык более насыщенным оранжевым и так далее. То есть это карта распространения языков на Кавказе, и причем с выделением языков по семьям, то есть по тому, как они родственны друг другу. И мы видим в Центральном Кавказе такое большое фиолетовое пятно. Это территория распространения осетинского языка. Вот, причем
оно отличается по цвету от всех вокруг, да, то есть это не тюркский язык, которых на Кавказе много, и не, собственно, язык одной из кавказских групп, да, то есть карфельской или абхазо-адыгской, а это язык индоевропейский, да, то есть в каком-то смысле родственный русскому, но еще больше родственный иранской группе индоевропейских языков, то есть таким языкам, как ну, если называть крупные, то таким языкам, как персидский, да, в том числе фарси, таджикский и так далее. Вот. Из ныне живущих ближайших родственников осетинского языка сохранился только ягнобский язык в Таджикистане. На нем говорит очень мало людей, там менее 10 тысяч человек. При этом с этим языком у осетин нет взаимопонимания, да, то есть если кто-то, кто говорит по-игнобски, встретится с человеком, который говорит по-осетински, они, скорее всего, вообще ничего не поймут, если не начнут искать созвучие при помощи третьего языка. Да? То есть если они будут говорить по-русски, они найдут много общего. Там показатель множественного числа, если правильно помню, совпадает, и значительное число корней, в принципе, созвучно. Но на этом как бы все заканчивается. То есть понимать даже медленную речь на этих языках, ну, то есть носители этих двух языков не могут. Вот. На осетинском языке говорит около полумиллиона человек. Точное число неизвестно, потому что данные мы берем из переписи населения. Да. На переписи населения формулировка до этого года спрашивал человека о его родном языке, да, причем рядом с вопросом о национальной принадлежности. Обычно человек называет родным языком язык своей национальности. Во всяком случае на Кавказе это так. То есть какая-то заметная доля осетин уже либо плохо владеет осетинским языком, либо совсем не владеет. При этом, когда их на переписи спрашивают у таких людей о национальности, родной язык, они называют как бы одно и то же. Да? Раз я осетин, то мой родной язык осетинский. В принципе, этот подход полезен, наверное, для социолингвистики языка, да, то есть когда человек считает своим родным языком язык, который, может быть, недостаточно хорошо знает, он может в какой-то момент начать его более серьезно изучать и таким образом возвращается в эту языковую среду. Владение осетинским языком для осетин остается важным, что называется, маркером этничности, да, то есть человек, который говорит по-осетински, он осетин, да, вот, а который не говорит, это у него, о нем, так сказать, какие-то сомнения возникают. Вот. Но это тоже такой подвижный маркер, потому что социологическое исследование в Моздоке, например, да, то есть на севере Северной Осетии, где осетинский язык менее распространен, так скажем. Там осетины этот этнический маркер не упоминают, да, и говорят больше о происхождении, там, о традиционной осетинской фамилии, о внешности, может быть, узнаваемой и так далее. Да? То есть как раз это такой ресурс не вечный. Ну ладно. Помимо того, что мы здесь видим, значит, к северу от белой полосы. Белая полоса на карте — это высокие горы главного Кавказского хребта, то есть там просто никто не живет, поэтому она белая. Вот, очень хорошая реалистичная карта, которая показывает, как там люди живут. Вот, к северу от этой полосы это Республика Северная Осетия-Алания в составе Российской Федерации. К югу это территория Южной Осетии, частично признанного государства со столицей Цхинвали. И еще южнее, если вы присмотритесь, есть пятно на уровне Тбилиси. Вот, это так называемая Триолетская Осетия, то есть место компактного расселения осетин, которые, к сожалению, в начале 90-х были в основном вынуждены переехать на север из-за этнических конфликтов в Грузии. Заметная
группа осетин живет в Турции и в Сирии. Это потомки переселенцев-мусульман, не только, кстати, мусульман, то есть там лидеры этого переселения были мусульмане, но с ними переехали и зависимые от них крестьяне, которых они как бы смогли в этом убедить. Османское правительство обещало им хорошо их расселить, но расселило не очень хорошо. С этим связана определенная историческая травма, в том числе описанная в осетинской литературе. Вот. Ну, на сегодня это все-таки несколько тысяч, ощутимая группа человек. В основном они уже живут, конечно, в больших городах в Турции, в Анкаре и в Стамбуле. И само их существование, оно придает осетинскому языку такой статус как бы международного языка, да, то есть есть по меньшей мере одна небольшая группа, там около 20, может быть, тысяч человек, с которой осетины могут общаться только на осетинском языке. Вот, это очень сильно поддерживает какие-то интернет-проекты, осетиноязычные группы в Фейсбуке и так далее. Вот, ну, пойдем дальше. А, Ну вот на этом слайде просто справа на карте физической хотел выделить в более явном виде основные, так сказать, центры расселения осетиноязычного населения. Вот. В настоящее время из горных районов люди, наверное, еще в начале 20 века массово переселились на плоскость, что называется, да, то есть в предгорные равнины, поэтому в предгорных равнинах очень высокая плотность населения, фактически заканчивается одно село, через поле начинается следующее. Вот. В горах очень мало населения, и там, скажем, если говорить о постройках, преобладают какие-то технические сооружения и рекреационные, да, то есть это дачи, базы отдыха и так далее. Вот. И вот северный ареал — это, понятно, плоскостная часть Северной Осетии, а южный — это Цхинвальский и Знаурский районы Южной Осетии. А, ну и по размеру они не совпадают, ну так оно есть и в жизни, что на севере живет основная часть осетин, в том числе говорящих на южных говорах, потому что они исторически переселялись все время с юга на север из-за менее стабильной ситуации на юге. Вот. Осетинский язык имеет довольно давнюю письменную традицию, восходящую к концу XVIII века. Ну и на протяжении всего XIX века на нем публиковались в основном, конечно, книги, связанные с богослужением, православием. Вот. Тем не менее, это большая традиция, которая позволила позже развиться осетинской художественной литературе и а, образованию на осетинском языке. Внутри себя осетинский язык состоит из двух крупных диалектов — иронского и дигорского. Причем диалекты эти довольно далеки друг от друга и непонятные носителям друг друга. Да? То есть нередко носитель иронского диалекта в общении с носителем дигорского диалекта переходит на язык-посредник, да, чаще всего на русский язык. Вот. На дигорском диалекте существует письменная традиция тоже, то есть тут мы встречаемся с классической проблемой языкознания, язык или диалект. Да, то есть у дигорского есть определенные черты, характерные скорее для языков. Да? То есть он достаточно далек от всех других родственных ему идиомов, как это называется в лингвистике, когда лингвисты не хотят определяться, язык это или диалект, они говорят идиом, да? То есть некая языковая система, который мы не будем называть языком или диалектом. Ну вот на дигорском языке существует начальное образование в районах распространения именно дигорского диалекта. На нем работает драматический театр, выходят реже, чем на иронском, но тем не менее выходят телевизионные новости, есть своя газета и так далее.
При этом у обоих диалектов есть говоры, да, то есть если говорить о границе север-юг, то и на севере, и на юге осетины говорят на иронском диалекте, причем на юге исключительно на иронском, а на севере, на большей части территории на иронском, и на западе республики это дигорские села. При этом, конечно, в городах население перемешивается, и есть представители всех говоров. Ну, вот несколько примеров того, как могут сильно отличаться дигорские и иронские слова. То есть иногда это слова, между которыми а, существует фонетическое соответствие, да, то есть можно предсказать, как будет выглядеть дигорское слово, если знать иронское. Но бывают слова, которые просто произошли от разных слов и выглядят по-разному. Вот как первое слово — это кошка, гаде — это считается тюркским заимствованием, да, кеди в турецком языке, и текис, не помню, честно говоря, этимологию. Урзы и абха — это морковь, лапу бичев — это парень, молодой человек, рузан каразга — это окно, бандон и кела — это скамья, и чиш кизга — это девушка. Ну, это, кстати, родственные слова, но просто они вот так довольно серьезно видоизменились. Слово чижг восходит к киз, тоже киск, но к перешло в че в какой-то момент в иронском диалекте, поэтому получилось, что ну, вот сейчас по ним, честно говоря, уже не очень хорошо видно, что они родственные. Вот. А в грамматике осетинского языка, как я написал, 8-10 падежей. Почему 8 или 10? Потому что по статусу некоторых падежей ведутся довольно бурные обсуждения. В частности, существует ли местный внутренний падеж, обсуждается, отвечающий на вопрос, внутри кого, внутри чего. И существует ли винительный падеж. Дело в том, что окончание этих двух падежей, которые, в принципе, вычленяются по значению, да, по роли в предложении и так далее, они совпадают с окончанием родительного падежа, поэтому вот есть такое разночтение. Ну, сейчас, скажем, в школьных грамматиках устоялся список падежей, 8 падежей. Ну, вот. Казалось бы, это немножко, ну, больше, чем в русском, и может произвести какое-то впечатление. Ну вот. Но по моим личным впечатлениям, а я обещал делиться личными впечатлениями от изучения осетинского языка, по моим личным впечатлениям, когда языков как бы побольше, это удобно, потому что падежей, да, когда побольше в языке, потому что они выражают какие-то удобные отношения, да, например, направление к, направление от. Очень понятно. То есть фактически вместо предлога просто используется падеж. И вот на примере слова «саргаш» — это орел, читается большинством жителей севера Осетии именно так, то есть буква «С» произносится как «С», а буква, похожая на русскую букву «С», произносится как «Ш». Единственная дополнительная буква осетинской кириллицы — это лигатура АЕ, читается как русская безударная А, заударная А, то есть «саргаш». Вот, значит, это форма именительного падежа. Дальше падежные окончания приклеиваются к слову в в таком агглютинативном ключе, да, то есть ничего не меняется внутри, просто приклеивается окончание. Вот, саргаш — это родительный падеж, который может также означать винительный и местный внутренний, да. Вот, например, увидел конкретного орла, будет тоже фета саргаши. Вот. Дательный падеж даттынон хауан саргашан на окончании ан. Ну, это похоже на русский, понятно, дательный падеж. Более того, он может образовывать притяжательные конструкции, но мы позже об этом увидим. Он или направительный. Так, отложительный ирташтон хаван саргашей. Как бы от кого?
А также это падеж инструментальный, да, то есть, например, фаратай или хырхай, это при помощи топора, при помощи пилы. То есть это может быть окончанием того, что у нас в русском языке называется творительным падежом. Саргашма, как бы куда, по направлению куда, к орлу, да, вот. И также это может быть падежом цели. Причем окончание этого падежа, так же как и окончание отложительного падежа, могут приклеиваться к форме инфинитива. Например, кушинай бафалаттан. Да, кушин работать, кушинай отложительный падеж отработать. Получается, ну, я устал работать, устал от работы, как бы по причине. И кушин марбастан, да, зачем? Пришел работать, что я пришел, чтобы работать. Вот кушин ма будет кушин работать, направительный падеж, то есть к этому действию, да, так сказать, пришел. Это означает цель действия. Так бы на тон, это местный внешний падеж. Саргашил на орле, но также он используется в качестве русского предлога на тему «о», да, то есть вот, «саргашил зурын» — говорить об орле. Садишон — совместный падеж, «саргашима», да, вместе с орлом. Вот очень удобный падеж, в то же время он интересен также тем, что его нет в дигорском диалекте. То есть различия между диалектами не останавливаются только на ну, на там лексике, звучании и так далее, но и даже касаются грамматических отличий. И, наконец, уподобительный падеж саргашау, подобно кому, подобно орлу. И вот как раз из дигорской классики поэтический фрагмент «Яхкувайда мабазурта фаттахина царгасау». Да, если бы были у меня крылья, полетел бы я как орел. Вот, то есть здесь вот используется уподобительный падеж именно для сравнения. Полетел бы как летают орлы. Вот. Ну и близость к русскому языку, некоторые особые черты, которые делают осетинский язык близким к русскому. Ну, понятно, это просто факт генеалогической классификации языков. У этих языков есть общее индоевропейское происхождение, и многое количество слов общего вот этого индоевропейского фонда, оно ну, просто созвучно из-за общего происхождения. Например, это числительное «два», по-русски «два», по-астински «дуа». Это слово «дверь», по-русски «дверь», по-астински «дуар». И там целый ряд других слов, которые, конечно, даже когда не замечаешь, что они созвучны, они все равно легче запоминаются. Это я осознал, когда позже занимался вьетнамским или турецким языком, которые сказочно далеки от индоевропейских. Каждое слово дается очень дорого, запоминание каждого слова. Как вы знаете, в славянских языках даже принадлежность часто передается через глагол, ну, обычно передается через глагол «иметь», как в известной фразе «маемо шумаемо», да? В русском языке, и иногда это называют влиянием финно-угорских языков, принадлежность передается через глагол «быть». Да, «у меня есть», через конструкцию «у меня есть». Вот интересно, что буквально такая конструкция есть в осетинском языке. Вот она реализуется через дательный или направительный падеж, в данном случае направительный падеж, потому что это отчуждаемая принадлежность. Да, у Алана есть паспорт как некая вещь. Да. Когда говорят о родственниках, о частях тела и так далее. То есть неотчуждаемая собственность, там используется дательный падеж. Ну, конструкция, в принципе, одна и та же. Аланма иш паспорт или аланан иш паспорт. Вот. То есть иш — это буквально форма глагола быть, причем вы видите, на что она похожа. Если записать ее латиницей, то это будет прямо из английского языка, да, в том же самом смысле. То есть форма глагола быть третьего лица единственного числа. Дальше.
Есть целый ряд интересных схождений между именно осетинским и русским языками, которые трудно объяснить индоевропейским происхождением. Это, в принципе, касается и принадлежности через глагол «быть». И был такой замечательный иронист, ученый Василий Иванович Абаев, по трудам которого я во многом осваивал осетинский язык, вот, он предполагает в этих схождениях, которые необъяснимы только общим происхождением, влияние древних контактов между условно скифским населением и условно каким-то прославянским, которые должны были по всем существующим представлениям об истории, скажем, Северного Причерноморья, должны были, конечно, контактировать, но, по-видимому, контактировали даже очень плотно, и были какие-то элементы массового двуязычия. Если мы соглашаемся, что это влияние действительно тут есть. Ну, например, Василий Иванович отмечает то, что у глагольных приставок роль в осетинском глаголе похожа на роль глагольных приставок в русском глаголе. И, в частности, значение приставок «фа» и «по», которые даже можно проследить фонетические соответствия, то есть осетинское «ф» выросло из «п». То есть когда-то это было «па», и, соответственно, у нас «па» играл, а по-астински как бы «фа» кажет, то есть когда-то «па» кажет, да. Это очень интересно. Да. То есть придает глаголу тоже значение. Вот, и просто они используются, можно вот так рядами брать астинские глаголы и русские, и смотреть, что вот если в русском языке используется приставка «по», она дает такое же значение в астинском, если мы пользуемся приставкой «фа». Вот, ну, понятно, с некоторым количеством исключений. Например, фашурен — это прогнать, а по-русски будет шурен — гнать, а прогнать, да, то есть, хотя погнать кого-то, в смысле начать кого-то прогонять, тоже, в общем-то, возможная форма. Это вот очень интересное совпадение, которого нет в других иранских языках, опять же, да, то есть это не просто, ну, не совсем притянуто за уши, как может показаться на первый взгляд. Вот. Второе интересное схождение — это генитив-аккузатив, так называемый. Это когда у нас в русском языке фактически родительный язык и родительный падеж используется в роли винительного. Да, например, мы говорим вещи брата кого, и вижу кого, даже вопрос совпадает. У нас нет вопроса, собственно, винительного падежа. Вот, и вижу брата, вещи брата, форма брата совпадает. В осетинском языке ровно то же самое происходит. Вот, единственное, там нет класса склонения, как в русском языке, все склоняется более-менее по одному классу. Но при этом, например, у неодушевленных вот этот родительный-винительный не появляется. То есть используется форма именительного падежа для обозначения неживых объектов. Да, это похоже на то, как мы говорим «я вижу стол». Да, я вижу брата, нужно окончание «а», и я вижу стол, не нужно окончание например, да, стола, окончание родительного падежа, по сути. И это точно так же работает в осетинском, это не нужно учить отдельно, когда изучаешь осетинский язык, это довольно удобно. И, возможно, является свидетельством древних контактов. Вот еще один такой, ну, примерно то же самое на этот генитив-аккузатив, что вот славянская конструкция «оставить отца» и «оставить дом». Да, отца будет получать окончание в явном виде, ну, конечно, фактически окончание родительного падежа. Вот. Хотя мы называем его винительным из-за роли в предложении. И то же самое в осетинском. Здесь этот падеж традиционно называется родительным, но вот как раз об этом идут обсуждения, да, стоит ли считать винительным, выделять винительный падеж в осетинском. Ну, вот, например, в аналогичных ситуациях в русском выделяют винительный падеж. Так, интересно, у меня здесь анимация заново, сейчас все появится и исчезнет. Следующий, да?
слайд. И еще одно такое совпадение – это родительный падеж при числительных. То есть мы говорим два дома, а, и так далее, 3 рубля. Да, это форма единственного числа родительного падежа. Правда, там дальше все немножко усложняется. Мы говорим потом 5 домов, да, то есть зависит от числительного. Вот в осетинском эта система 2 дома, 3 брата, она сохраняется на всю систему числительных. Но вот это интересно, то, что используется единственное число родительного падежа. Это похоже на то, как оно работает в русском, ну, во всяком случае, на части русских числительных. И не похоже на то, как это работает в других языках. Не обязательно так бывает. Это может быть просто множественное число именительного падежа, может быть единственное число именительного падежа, как в тюркских языках, в турецком и так далее. Вот. Перфектирующая роль привербов. Само по себе вот это взятое в кавычки может быть уже такой своего рода лингвистической задачей для тех, кто не часто читает специальную литературу. Речь идет о том, что приставка в глаголе переводит его из несовершенного вида в совершенный. Это так работает в русском языке. Вот, listen, listen, да, бежать, убежать. Да, бежать – это продолжительное время бежать, а убежать – завершенно убежать. Вот, бежал, убежал, да, бежал продолжительное время или несколько раз как повторяющее действие, а убежал один раз, убежал, и вот его нет. Вот аналогично работает осетинская приставка, при том, что, скажем, в персидском языке таких приставок и такой их роли нет. Поэтому вот тоже Василий Иванович Абаев выделяет это как некое схождение, которое ожидает своего объяснения. Это не обязательно означает, что это результат там славянского влияния на праосетинский язык или праосетинского влияния на предка русского языка. Но, тем не менее, это вот такое схождение, которое, например, облегчает изучение по меньшей мере. Ну и, наконец, лексические исхождения, которые не объясняются только индоевропейским родством. И вот Абаев приводит более длинный список. Ну вот некоторые из них наиболее интересны. Это глагол «таять», у которого как бы основа «тай», и осетинский глагол «таен», у которого основа «тай». Да? И, например, «таешь» будет «таешь» по-русски и «таешь» по-осетински. То есть прямо даже совпадает форма на слух, да? Почти полностью. Ну и другой интересный пример – это слово «шалат». Сейчас оно не очень часто используется, но оно очень интересное. Я его также привожу как пример слова, которое тяжело перевести. Это состояние пресыщенности, да, когда человек много поел, особенно такой калорийной пищи, и больше не может смотреть на еду. Вот. Это описывается как шалат. И слово «калаш», которое означает «голос». И вот они удивительным образом похожи на славянские полногласные формы слад, солод и глаз, голос. Да? То есть можно вписать осетинский язык в эту систему славянского полногласия, но, правда, других слов, например, слово «золото» или «болото» по такой же схеме в осетинском нет. Но вот по этимологии слов «шалат» и «калаш» нет хороших данных, поэтому вот, возможно, это прямо слова, взятые из какой-то формы славянской, давней, то есть до современных контактов. Современные влияния русского языка на осетинский язык, они, в общем-то, начинаются, по сути, в XIX веке. И эти заимствования неизвестны и намного более очевидны. Речь идет о контактах, скажем, 1000 и более лет назад. Вот. Еще один пример – это живак. Живак – это лень, и оно, возможно, связано, там есть уже череда фонетических соответствий и так далее, возможно, связано с русским зевать. И также слово «волна» и «улан» слово, в котором похожее количество согласных. Еще раз, это не просто созвучие-то можно накопать больше, это слова, у которых, например, сомнительная этимология, есть соблазн прибечь к материалам русского языка и его истории. Или слова просто фонетические соответствия кажутся правдоподобными.
Вот. И, собственно, источник, откуда вот эти изоглосы процитированы, выходила отдельной книгой скифо-европейские изоглосы. Там не только славянские, в том числе какие-то схождения с латинским языком и так далее, которые не объясняются только индоевропейским родством, и которые можно объяснить тем, что предки осетин в виде скифов, сарматов и вот этого всего иранского степного мира, они ну, давно и серьезно участвовали в развитии, по меньшей мере, Восточной Европы. Ага. Фонетика. Ну вот говоря о фонетике осетинского языка, часто говорят, что в нем есть сложные звуки, да, или гортанные звуки. Вот. Действительно, их не сразу удается научиться произносить. Наиболее частым из них является звук «а». Да, то есть вот здесь образуется, нагнетается воздух перед смычкой «к». И вот здесь между глоткой и смычкой. И потом давлением воздуха разрывается, получается «ка». Легче всего научиться произносить этот звук перед гласной «а», но он может встречаться перед чем угодно, в том числе перед гласными переднего ряда, там «ке», «ки», что тяжелее как бы произносить. Вот. И вот слова «ках» и «кух» — это нога и рука, которые являются словами темной этимологии и, возможно, относятся к субстрату, да, то есть к языку народа, который жил на территории Осетии до распространения там иранского, таланского, осетинского языка. Также есть, в принципе, все остальные взрывные согласные, да, если у нас есть П, Т, Ц и Ч, которые произносятся как взрывные, они, соответственно, могут быть абруптивными тоже. И они действительно существуют, но с ними, к счастью, не очень много слов, поэтому если их не научиться различать, то, наверное, все-таки вас все еще будут понимать. Вот. Другой необычный звук для изучающего после русского языка является увулярная согласная «к». Увула — это язычок, который мы видим, когда, например, ну, мы, может быть, не часто видим, чаще видит доктор, когда мы показываем ему горло. Вот. Это то, что свисает между гландами, такое маленькое, вот это называется язычок, вот, или увула по-латински. И, то есть глубже, чем «к», образуется «к», вот такой звук «ка-ка». Вот он бывает двух видов. Один из них восходит к заимствованиям из арабского и тюркских языков, а другой возник на месте старинного «г». То есть примерно в одном и том же месте они образованы, «г» и «к». Но вот в дигорском диалекте они произносятся как «г», а соответствующие слова в иронском уже через «к». То есть в дигорском будет «гау» — село, а в иронском «кау». И на самом деле самыми сложными, на мой вкус, являются, казалось бы, простые гласные через русскую букву передается фонема, ну, шва, краткая шва, да, то есть И через лигатуру АЕ передается звук, очень похожий на безударную русскую поскольку люди слышат фонемами, как сформулировал знаменитый лингвист Блумфилд. Для русского уха осетинский который через АЕ пишется, и которое пишется через они совпадают. Это один звук с точки зрения русского человека, поэтому различать их очень тяжело. И, ну вот, например, для меня это до сих пор остается сложностью, хотя, конечно, я уже сильно продвинулся в этом. Вот. Ну и здесь у меня есть ссылочка, по которой вы можете сейчас или потом перейти, amiketsu.ru /l/perm. Это отрывок и видео, то есть отрывок телепередачи, на котором диктор североостинского телевидения, нового канала, там очень много интересных материалов в этноостинском языке, очень полезно для сохранения языка, на мой вкус. Значит, вот зачитывать такой фрагмент брендов, да, со сверхновыми заимствованиями, да, значит, наиболее известными брендами 2018 года в Северной Осетии сочли осетинские пироги и национальный парк Алания.
Вот, и здесь вот интересно, как вот эти все современные темы вплетаются в осетинский язык, передаются на осетинском языке. Патокошт кондар брендел дуамина что шамажа сагати рештона на мадер садышты иронч эрита. Да как бы над басахшта националом парк Алания, ну и тахафе кушен коттой, регионалу нахшанадон жмалды центр Северный Кавказы. Ахам ирташан хатсакта шканнан бантышт компании медиалогии ахушей. Националом парче амранг туристом брендел на мадер садышты цайгом даргавши запашта ама мида грабинаг ахшарзанта. Ирташтитын хаштамгашка сагат ирштонан иш парахат туристон авналанта. Балцата фадат иш ирон культура ама традиции ма бажонгаван. Абон бон историон нышанива камани шахам сырцаванта на республика иш минма фонс шада яфалдар. Удонай биратан иш федералон нышаниваг. Давайте оставим время на ваши вопросы. Немножко так скомканно. На этом я остановлюсь. Да, ну это, кстати, и был последний слайд. Да. Попросим модератора включить чат. Он уже включен. Здесь я вижу вопросы. Да. Пожалуйста, Влада и другие участники, давайте перейдем к чату. Как давно вы уехали из Осетии? Я переехал учиться, на самом деле не собирался уезжать, очень хорошо адаптировался, да, выучил язык, уже несколько раз выступал на телевидении к тому времени, то есть все у меня было, ну как, хорошо в целом, да. Но я поехал в аспирантуру, и как это водится в 2000 году, и остался навсегда, наверное, уже трезво говорить в Петербурге. Вот. Там поднимали руку на слайдах тоже про падежи. Наверное, был какой-то вопрос. Какие-то частотные фразы озвучить. Да, например, Дабон Хорш, да, добрый день. Даном Куду, как тебя зовут? Что-нибудь такое. Есть такое. Да, как часто практика. Ну, я бываю в Осетии, скажем, 1-2 раза в год. Последний раз в ноябре был. Вот, и там у меня была интересная практика. В частности, у меня брали интервью на осетинском языке. Это немножко всегда стрессовая ситуация, потому что я не очень уверенно говорю, да, но, в принципе, справляюсь, да. И практика бывает еще в онлайне. То есть я практически каждый день, конечно, что-то читаю или слушаю, да, то есть, скажем, сейчас в Ютубе очень много контента, связанного с тем, что на осетинском 2 телеканала, очень много всякого разного можно посмотреть, послушать. Но бывает, что и говорю там в том же Зуме на осетинском языке. Не очень часто, ну, там, скажем, 2-3 раза в месяц точно бывает. Да, С и З звучат ближе к Ш и Ж. Они прямо звучат как Ш и Ж по факту. Да, то есть иногда в литературе пишут, что это более свистящий звук, но это какие-то детали и тем более зависят от конкретного человека. Да, то есть С и З графические – это Ш и Ж, а С и ДЗ графические – это С и З, по сути, на севере. Но на юге Осетии, в Южной Осетии это не так. Вот, то есть там все это не очень просто. На эту тему у меня есть недавнее выступление про орфографию и идентичность. Вот, можете поискать, или я в комментариях к своему анонсу, может быть, положу ссылочку в группе фестиваля. Влияние автохтонных языков. Да, вот с влиянием автохтонных языков очень интересная тема, потому что, несомненно, это влияние существует, но не очень легко описывается, да. В частности, иногда говорят, что большое количество падежей в соседних языках повлияло на то, что в осетинском много падежей. Но набор падежей не очень похожий, да? То есть там
многие языки вообще эргативного строя, а эргативного строя нет ничего подобного в осетинском. Но есть очень большое влияние, ну, напрямую заимствованные слова из грузинского языка, из войнахских языков, из тюркских, из кабардинского языка. Вот. И есть очень много, скажем, похожих идиоматических выражений, да, то есть то, что иногда называют даже и Кавказским языковым союзом, да, то есть языки неродственные, невзаимопонятные, при этом одними и теми же метафорами передаются какие-то вещи там связанные, ну, например, очень много метафор через слово сердце, и, ну, говорят, и мне тяжело, честно говоря, судить, что в соседних языках тоже они используются, вот это все очень интересно. Ягновский. Ягновский распространен в Таджикистане, вдоль, собственно, реки Ягноб, но в один момент их, в общем-то, насильственно переселили на выращивание хлопка в плоскостную часть на северо-западе страны, я так представляю. Вот. Но я там не был, с ягновцами не имел удовольствия пообщаться. Вот. Язык интересный, материалы в интернете есть. Он очень любопытен для иронистов, ягновский язык, потому что он, по-видимому, является потомком одного из диалектов древнего, очень важного, скажем, в средние века, сагдийского языка. Поэтому он очень, очень интересен, в частности, потому что на сагдийском осталось много текстов, которые непонятно как читать, потому что они писали без гласных. Какой минимум падежей нужен для нормального общения? Ну, конечно, очень нужен винительный падеж Серж. В этом я поддержу ваш выбор никнейма. Да. Но если серьезно говорить, то, конечно, языки аналитического строя прекрасно обходятся без падежей совсем. Вот. Но лично мне кажется удобным, когда есть какой-то набор падежей, скажем, как в осетинском, как в турецком, да, когда есть направительный или направительно-дательный падеж, отложительный падеж. Довольно удобно, как мне кажется. Такими категориями удобно мыслить. Вот. Но, в принципе, хорошо существуют все другие языки, и переводы между ними возможны, поэтому как-то серьезно рассуждать о минимуме падежей я не готов. На какой минимум падежей? Нет, не знаю. Как далеко отошел осетинский от других иранских? Сказочно далеко отошел. Вот. Ни на что не похож, да, то есть даже на генетически родственный а, ему Ягновский не похож. В этом смысле а, очень далеко ушел, потому что давно развивался в отрыве от остального иранского мира, да, то есть, скажем, авестийский не оказал на него влияния, древнеперсидский уже не оказывал на него влияния, поэтому он довольно далеко ушел. С носителями фарси тоже нет понимания. Да, тоже нет понимания, потому что фарси относится к другой подгруппе иранских языков, к тому же. Да, то есть вот Ягновский, Пушту, еще как-то, они родственны генетически, да, то есть они в одной ветке на классификации. И это не помогает. А фарси еще и на другой ветке, поэтому там можно говорить разве что о том, что когда после осетинского начинаешь учить персидский, то, конечно, встречаешь слова, которые созвучны, которые таким образом легче запомнить. Но грамматика очень далекая. Ну, скажем, по-осетински будет боржонт хох, да, часто привожу такой пример, да, то есть определение стоит перед определяемым. Высокая гора, боржонт высокий, хох гора. А в персидском будет кухи-балант, да, то есть кух — это гора, и показатель того, что сейчас о ней что-то еще будет сказано, то есть следующее слово является его описанием, так называемый зафет, да, и балант — это высокий. То есть описание стоит после определяемого. И при этом есть специальный показатель, который их связывает между собой. Это ну, необычная такая штука, которой ну, нужно долго привыкать, например, если учить после русского или после осетинского. В осетинском с этим нет проблем, потому что как раз русская система, что
Определяемое стоит перед определяемым, да, высокая гора, Боржон-Хох. Все очень просто. То есть надо просто знать эти два слова, а ставишь их в том же порядке, в каком в русском, и не нужно вспоминать никаких дополнительных а, показателей, чтобы их увязать. А на каком языке ведут богослужения в православной церкви а, а, Осетии? А, На самом деле есть богослужебная литература на остинском, есть перевод почти всех книг Библии, но богослужение в Русской Православной Церкви обыкновенно проходит на старославянском, на церковнославянском, простите, языке. Да, это, в общем-то, происходит и в Осетии, но Аланская епархия, да, с центра во Владикавказе, она использует осетинский язык довольно широко, и я так понимаю, что в некоторых церквях бывает и часть богослужения на осетинском. Это возможно, потому что есть переводы и есть церковнослужители, владеющие языком, ну, собственно, из осетин. Вот. Причем эта традиция, ну, восходит, в принципе, к XIX веку. Тогда уже многое уже было сделано, но и сейчас православная церковь в регионе продолжает этим заниматься. Ну, есть, соответственно, встречная, ну, такая немножко внелингвистическая тема, но есть и встречное движение по созданию традиционной религии без христианской части. То есть внутри у осетин, у большинства осетин, конечно, это синкретическая религия, да, то есть элементы дохристианских верований и православия, причем старинного еще, пришедшего из Византии до русского влияния. Вот. И, соответственно, есть попытки как, так сказать, более чистого православия, да, без местных верований, так и попытка создать религию из местных верований без православной части. Вот. И, в общем-то, это конфликтующие группы. Во всяком случае, какая-то небольшая часть активистов — это люди, которые довольно остро критикуют друг друга. Какие организации занимаются стандартизацией языка? Вот фактически нет организаций, которые бы занимались прямым влиянием на осетинский язык. Это связано отчасти с русской советской традицией, что такой организации, например, нет и для русского языка. Да? То есть в русском языке, ну, фиксируется норма, ну, как-то постфактум, да, и издаются некие словари и так далее, но нет органа, который бы вмешивался и говорил: все, давайте там вместо слова браузер использовать слово листалка, допустим. Да, такого нет. И, соответственно, нет такого органа и для осетинского, хотя осетиноведением занимается факультет осетинской филологии и Институт гуманитарных исследований во Владикавказе, но также есть серьезные центры осетиноведения в Цхинвале. Это очень интересно, то, что вот у осетинского языка, осетинской культуры два центра, да, по сути. Хотя, конечно, Цхинвал намного меньше город, но то, что там тоже есть исследовательский институт, это довольно важно. Куда бежать, если хочется учить осетинский не в одиночку, а группой? Есть групповые занятия во Владикавказе, конечно, несколько точек для изучающих. И в Москве, и в Петербурге случаются очные курсы. Но сейчас, понятно, пандемия с этим проблемой. Ну, вообще-то. И также есть, напишите мне в личку, я вам расскажу. Есть один преподаватель, который действительно проводит групповые даже занятия в онлайне именно, да, там по 2-3 человека. Это может быть интересным опытом. Вот, все. Ну, нужно заканчивать. Давайте заканчивать. Вот мои контакты есть и в группе фестиваля, и на слайде презентации, поэтому буду рад ответить на другие ваши вопросы в личке, что называется. Да, ВКонтактике, например. Спасибо, до свидания.